Добрый день! Переходим от скандинавов к тем, по отношению к кому они использовали слово «гордарики» – страна городов. Но этот термин возник в XII веке, а данное видео посвящено более древней славянской культуре. Я недавно осознала, что иду как бы в обратную сторону по пути расселения индоевропейской прообщности – из Европы в Индию. Славяне – это один из пунктов этого пути. Сразу скажу, что здесь будут как данные академической науки, так и версии альтернативных историков. От древней славянской культуры сохранилось очень мало памятников. Это и не удивительно. Славяне активно пользовались деревом, которого было вдоволь. Значит, логично строить из него храмы, резать идолов или писать на бересте. Дерево же отлично горит, не только по злому умыслу представителей новой религии, но и с простой, необремененной идеологией потребности согреться. С письменностью славян дело тоже обстоит непросто. Общеизвестно, что ее создание связывают с именами болгарских просветителей Кирилла и Мефодия в IX веке. Однако, некоторые современные ученые считают, что они только реформировали уже существовавшую азбуку. Есть версия, что Кирилл придумал глаголицу, но она оказалась очень сложной, и его ученик Климент Охридский сотворил упрощенный вариант, который назвал в честь учителя. В частности, такого мнения придерживается доктор филологических наук Истрин. Более кардинальные исследователи утверждают, что древняя славянская письменность узелковая, причем возникла она еще во времена матриархата, когда жизнь племени зависела не от мужчин, а от женщин. Это период до неолитической революции, когда люди жили охотой и собирательством, причем последнее приносило пропитание стабильно, в отличие от убийства животных, и занималась им женская часть племени. Знаки узелковой письменности – это узлы, которые завязывали на нити, а клубки хранились в коробах. Косвенным подтверждением этого являются сказки, где Иван-Царевич или другой герой находит дорогу с помощью клубка, полученного от Бабы-Яги. Вероятно, он его читает. Сейчас никого не удивляет, что у древних инков была узелковая письменность кипу. Почему бы подобным не пользоваться и славянам? На рубеже IX-X веков болгарский черноризец Храбр впервые упоминает о славянской письменности, которую называет чертами и резами. Прежде ведь славяне не имели букв, но по чертам и резам читали, ими же гадали, погаными будучи. Крестившись, римскими и греческими письменами пытались писать славянскую речь. Арабский путешественник X века Ибн Фадлан рассказывал, что русы писали имя умершего на могиле, но объяснение, кто такие русы, не дает. Другой араб, Ибн ан-Надим, с чужих слов рассказывает о том, что подданные царя русов вырезали знаки письма на дереве, то есть, вероятно, на коре. Есть и другие упоминания, которые, тем не менее, не позволяют со стопроцентной уверенностью утверждать, что докириллическая письменность была. Хотя, на мой взгляд, черноризец Храбр высказался достаточно однозначно. Другой вопрос, что мы сейчас вряд ли поймем, какое это было письмо. Возможно, на просторах интернета вам встречались такие названия, как «Велесова книга» и «Славянские веды». Рискну поразмышлять и о них. Достоверность сборника славянских мифов «Велесова книга» подвергается сомнению давно. В 1960 году были опубликованы результаты экспертизы, проведенной кандидатом филологических наук Жуковской, специалистом по исторической палеологии и фонетике древнерусских рукописей, в которой сказано, что язык Велесовой книги говорит о том, что это подделка. Судите сами. Дощечки, из которых состояла книга, были найдены в брошенном и разграбленном доме белогвардейским полковником Изенбеком в 1919 году. Как они попали туда и почему раньше не были обнародованы – это отдельная история. У полковника их видел только один человек – Миролюбов, который сумел часть переписать и одну даже сфотографировать до бесследного исчезновения самих табличек со смертью Изенбека в 1941 году. Добавлю к этому 3 момента. Первый. В XIX веке современник Пушкина Элиас Лёнрот публикует карело-финский эпос «Калевала». Второе. В конце XIX – начале XX века огромную популярность в России набирает индийская культура стараниями Рерихов, Блаватской и других. Сходство и с первым, и со вторым можно проследить в текстах Велесовой книги. И третье.
Миролюбов – автор сочинений на тему русского фольклора, имеются в виду его художественные произведения. Все это, конечно, не говорит о том, что он книгу подделал, но рождает вполне обоснованные сомнения. Еще одна книга «Веда славян. Болгарские народные песни от доисторической и дохристианской эпохи» начала подвергаться сомнению с момента издания первого тома в 1874 году. Но даже если придерживаться позиции о подлинности сборника, то нужно учитывать, что собран он был в XIX веке у болгар-мусульман. Значит, мы получаем как минимум два естественных искажения. Первое – временем, ведь память человеческая – это не компьютер. И второе – взглядом представителей другой религии. Таким образом, его ценность получается не выше, чем у наших русских сказок. Но только в том случае, если это все же не подделка. Согласно археологическим данным, индоевропейские племена расселялись во втором тысячелетии до нашей эры по территории от Балкан до Енисея и Китая. На современном этапе у научного сообщества нет ответа на вопрос, когда и где возник славянский этнос. О нем, как об уже сложившемся народе, впервые упоминают византийские источники VI века. В настоящее время выделяют три основные ветви славян. Южные – болгары, сербы, черногорцы, македонцы и другие. Западные – поляки, чехи, словаки и другие. И восточные, к которым относят русских, украинцев и белорусов. В IX веке у восточных славян появляется единое государство – Киевская Русь, которое образовалось вокруг города Киева, основанного, согласно легенде, братьями Кием, Щеком и Харивом и сестрой их Лыбедью. В этом варианте Кий был первым правителем города и прародителем восточных славян, Щек – западных, а Харив – южных. По некоторым версиям, славяне были многоженцами. У них было до 3 жен. Во время обручения руки жениха и невесты соединяли, обернув полотенцем, потому что оно было символом судьбы и жизненного пути. Поэтому во время родов повитуха принимала младенца на новое полотенце. И, вероятно, выражение «начать с чистого листа» или, правильнее, «с чистого полотенца» происходит из этих верований. Смерть была не менее значимой, чем рождение. Когда мужчина умирал, во время похоронного обряда совершалось ритуальное самоубийство одной из жен на его могиле через повешение, как почитание богини Жели. Согласно другим описаниям, славяне помещали в могилу живую жену покойника. Здесь я не могу не отметить обряд восхождения жены на погребальный костер мужа, который сохранялся достаточно долго в Индии и практически дошел до наших дней. На похоронах совершалась тризна, включавшая в себя поминки, омовение покойника, обряд обрежания, то есть одевание в лучшие одежды и украшения, обрядовое веселье и сжигание трупа, которое, вероятно, было логичным, когда вокруг росло много деревьев. Погребальный обряд начинался плачем по покойнику, который был посвящен богине Карне, чье имя, вероятно, родственно слову «корить». Заканчивался же развеянием пепла, посвященным Желе, которую связывают с понятием «жалеть». Следующее видео я целиком посвящу разным взглядам на религиозные представления древних славян. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, делитесь в соцсетях. Спасибо вам за внимание.